Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Владимир Исаев, и сегодня на обзоре такая красивенькая акустическая гитарка от компании Framus модели FP14M. Ну и по деревяшке она довольно классический парлорчик. Верхняя дека из красного дерева, так же, как и нижняя дека обечайки, они тоже красное дерево, гриф краснодеревый. Так вот, ну а накладка и подставка у этой гитары сделаны из палисандра. Вообще прям традиционная гитарка, это классно. Давайте посмотрим, что у нее есть вообще такого и чем же они отличаются, парлоры, от всех обычных гитар. Так вот, гитара парлор. Что про нее можно сразу же сказать и понять, когда просто глядишь на нее? А это то, что размер она довольно маленького. Это супер очевидно. И в принципе, если загуглить парлор и как сейчас классифицируется гитара формы парлор для большинства, это обязательно крепление грифа на 12-м ладу, а не на 14-м, как сейчас более принято. И маленький корпус меньше, чем размер 1.0 от... Не 1.0, а просто 0 от компании Martin. То есть 0 — это довольно маленькая гитара мартиновская, вот парлоры — это еще меньше. Названы они так в честь комнатки, в которой раньше, в конце 19 века, было принято играть на гитаре, поскольку это инструмент тихий, негромкий. Комнатка тоже была маленькая, и вот в честь, собственно, музыкальных комнат конца 19 века и названа гитара парлором. Ее особенность такая внешняя, стандартная, это еще и прорези на голове грифа, благодаря которым не только менять струны неудобно, но еще и создается вот эта вот винтажная эстетика. И в принципе, если вы посмотрите на нее и погуглите где-нибудь там фотографии «русская семиструнная гитара», вот парлор чем-то ее напоминает. И, в принципе, от нее, от этой гитары и такой дух старины, дух винтажности — это, наверное, определяющее качество этой гитары. То, как она, скажем так, выглядит и какую эмоцию она посылает от себя музыканту, который на ней играет. Из особенностей звука и то, что очень прикольно на самом деле, и почему эта форма корпуса на самом деле имеет больше смысла, чем кажется, то, что, обратите внимание, струнодержатель расположен ровно по центру вот этого, скажем так, воображаемого барабана, что дает как бы на самом деле более правильные резонансы, и это на самом деле более музыкальное крепление струнодержателя, чем на современных гитарах. И для современных производителей побороться с несимметричностью конструкции вот этой части гитары, это, собственно, и есть такая одна из их больших задач при проектировании инструментов. Здесь же это все решено. Понятно, что в конце 19 века, во-первых, об этом не задумывались о том, что маленькая гитарка просто дешевле в производстве. Тем не менее, вот по такому стечению обстоятельств, эта форма для звука довольно удачная. Как вы можете обратить внимание, на гитаре стоят металлические струны. Естественно, металлические струны не стояли на гитарках этой формы в конце 19 века. Естественно, развивалось все строение гитар. Здесь уже модерновый X-брейсинг, то есть здесь есть две дощечки сакраментальные для того, чтобы поставить металлические струны. Если вы не знаете, на классических гитарах с нейлоном расположение внутренних вот этих дощечек пружин другое. Здесь X-брейсинг поддерживает порожек. Гитара ничего не происходит от того, что мы поставили металлические струны. Но в целом гитара сохранила за собой вот эту вот винтажность еще и в одной очень важной сфере. Как правило, у парлоров довольно широкий и плоский гриф. Если вы ищете гитару как будто бы классическую, но с металлическими струнами, вот это она. Грифы довольно большие, довольно широкие, расстояние между струнами такое ощутимое, и грифы довольно плоские. Это не плоский гриф, как на классике, но тем не менее довольно плоский. Гитара традиционно используется для игры фингерстайла, для игры переборчиками. Традиционно тихий инструмент для тихой музыки, для того, чтобы играть в маленьком пространстве. Данный конкретный инструмент не укомплектован пьезозвукоснимателем, однако поставить сюда пьезозвукосниматель или приобрести такой же инструмент, но у которого есть пьеза, чтобы принести всю эту эстетику и на большую сцену. Посмотрите, например, на того же Эда Ширана, который, кроме своих маленьких компактных гитарок, еще и играет на парлоре. В какой-то момент у него был прям свой собственный парлор от Martin. Да и, в принципе, вся вот эта винтажная эстетика, она то приходит в моду гитарную, то уходит. Например, у Джона Мейера выходил парлор с креплением на 12-м ладу. Да и у многих других музыкантов есть такие гитары в арсенале, потому что звук у них довольно особенный, и перейдем к звуку.
Что же можно сказать про то, как звучат эти гитары? Они тут тоже довольно выделяются, скажем, на фоне всех остальных. Во-первых, эта гитара более низастая, чем кажется. Кажется, что это такая маленькая гитарка, здесь нет никакой массы в звуке, а она тут присутствует. Вот уж не знаю почему, но мне всегда казалось, что чем меньше, чем уже талия, тем больше такая выразительность у гитары, да, тем больше у нее нижней середины, однако здесь и низы тоже хорошие. Верха, в принципе, тоже вдоволь. То есть гитара более сбалансирована, чем кажется. Она даже чем-то больше напоминает Grand Auditorum, чем даже оркестровую гитару. Оркестровой обычно совсем нет низа, есть только нижняя серединка. Grand Auditorum уже такой более-менее где-то между дредноутом оркестровым, а здесь такой все-таки баланс. Похоже на Grand Auditorum. Гитара более тихая, более такая скомпрессированная и очень интересная по звуку. Я искренне рекомендую зайти в магазин «Мир музыки» и послушать гитару вот этой формы Parlor, потому что это как минимум интересно, и это гитара, которая точно по ощущениям отличается от привычных дредноутов, оркестровых и Grand Auditorum. Друзья, как вы относитесь к таким маленьким гитарам? Нравятся они вам эстетически, а по звуку? Напишите в комментариях, как вам такие гитарки и какие вы предпочитаете больше, маленькие или большие. Нам это интересно. Подписывайтесь на наш канал, конечно же, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайки, нам это приятно. До новых встреч! Ой, сейчас я чувствую, скотч вступит в бой. Ладно, давай я попробую погромче чуть-чуть что-то сыграть, быстренько. Пишем? Да, пишу. Yeah! Скотч!